В прошлом видео мы упомянули такой феномен, как ARG, или ARG. Однако мы не так подробно рассказали о нем, учитывая, что есть и другие пользователи, занимающиеся этим. Но по многим просьбам мы снимаем данный видос. И для начала мы начнем с моего любимчика по имени Gunslinger Pro 2009. Кроме того, что мы упомянем его старые видео, мы затронем и его свежий видеоролик. Read me. История Ганслингера начинается с видеоролика «Снайпер из Бук». Название говорит само за себя. Данный материал включает в себя звук не лучшего качества, мелкие гличи и длинный темный экран, который до жути пугает своей неизвестностью. Сложно что-либо сказать о смысловой нагрузке данного видеоролика. Хотя, в теории, его можно связать со следующим видосом. Deposito la llamaron. Sandwich. How could this happen? На этот раз Сэндвич является шпионом. И здесь уже есть за что ухватиться. Очевидно, что шпион стучится к нам, зрителям, в то время как пулеметчик просто откидывает голову. Внезапный физган дает уже понять, что рэгдоллы Ганслингера живые. И судя по настроению шпиона, все они находятся в заточении этого злого человека, что промышляет своими сценарными идеями. Шпион, впрочем, является одним из ключевых героев творений Ганслингера, о чем можно догадаться после просмотра следующих двух видеороликов. Each and every one of you will be sent home to your mama in a box. Last one alive, lock the door. Pain is weakness leaving the body. Ганслингер на этот раз отошел от сюжетов, а перешел к гайдам, где он учит нас, как заставить ходить рэгдоллов. Вместе с ним появляется солдат, который, как мы видим, машет головой при виде Ганслингера. Более прошаренные отметили, что в этом моменте солдат зовет на помощь. Первые буквы его реплик образуют help. Each and every one of you will be sent home to your mama in a box. Last one alive, lock the door. Pain is weakness leaving the body. Шпион тем временем продолжает попытки сбежать от кукловода. Как мы понимаем, неудачно. Этот видеоролик с весьма специфичным названием является одним из моих любимых.
Мы наблюдаем то, что осталось от шпиона. И вполне разумно предположить, что это тот самый, что пытался несколько раз бежать от ганслингера. Он не сдается, но его попытки не имеют никакого успеха. Вполне возможно, что рэгдоллы никогда не покинут пристанище ганслингера, ведь сбежать от его лап невозможно. The sniper is a bloody sentry! Снайпер из Сентри является похожим видеороликом, что мы уже видели. Вот только действующим лицом является сам ганслингер. И исходя из того, что мы видели только что, понимаем, что он настоящий маньяк. Его фантазии ничем не ограничиваются, руки так и чешутся создавать что-то невообразимое жуткое. Теперь мы имеем представление о его характере. Жестокий и хладнокровный, с маниакальными наклонностями. Подобное мы видим и в его следующем туториале. Engineer is traded to team! Yes, you are barbar good friend. Тут он просто хватает пулеметчика и уносит в сторону. Его недавний видеоролик открывает нам представление о лоре ганслингера. There once was a town that worked so hard, there was just no time for play. But that all changed on this one particular day. There's a time for work, and there's a time for play. Six Flags. It's playtime. Теперь мы знаем, откуда и под каким предлогом он берет рэгдоллов для своих экспериментов. Привлекает вниманием своим классным парком на констракте, но в момент, когда камера удаляется, парк начинает исчезать. Да, кто-то скажет, что он просто вылетел за Skybox, но это вполне может иметь свой смысл. Ганслингер только начинает свое творчество. Если вам будет это интересно, то тогда мы будем следить за его каналом и оповещать вас о последних событиях. Вот такой кровожадный кукловод. Его работа наполняет жутью, а лишней информации ганслингера известно крайне мало, если вообще хоть что-то о нем есть. Есть прочие слухи, что это может быть один человек, связанный с другими ARG. Но на этот счет очень мало информации. И если отойти от мистики и немного выразить свое мнение, то это достаточно интересный феномен, который уже получил свою популярность. Единственное, непонятно, почему это ARG, ведь каких-то шифров, загадок и так далее тут нет. Не то что в одном нашем проекте. Это больше похоже на своеобразные мини-машинимы, в которых автор строит свой сюжет на мистике Гаррис мода. В любом случае, это все хороший буст для развития игры, и мы это одобряем. Не все ARG имеет классные задумки, но некоторые привносят в этот жанр что-то новое и интересное, от чего хочется возвращаться в игру. Многих такие ролики могут вдохновить на что-то свое, а это очень важный фактор. А вы что думаете по этому поводу? Пишите о своих мыслях в комментарии. В комментарии, а не в личку группы. О ком еще можно сделать видосы. Отдельная благодарность нашим героям Бусти, которых вы видите на экране.
Также рекомендую вам посетить, где мы разбирали секреты карты Йорк, ну или посмотрите, что вам подобрала нейросеть. До скорого.